Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Сектор Грязь. По просьбам подписчиков, друзей ВКонтакте, в Ютубе очень много пишут комментарии, чтобы мы сходили на мясокомбинат. Некоторые наши подписчики жалуются на тряску камеры. Как вы видите, сегодня мы пробуем снимать с подставочки, со штатива. Ну, ребят, ну вы правда не обессудьте, потому что как можно снимать вся камера? Поверьте, мы очень стараемся делать хороший контент и улучшать качество съемки и так далее. Но это все косметика, ребята. Вы посмотрите на эту жесть. Я думаю, мы нароем параллельно сейчас. Вы видите, ну я надеюсь, что мы найдем фотографии, информацию по этому предприятию. Но как вы видите, картинка здесь как будто после бомбежки. Как в Сирии, короче. Да, вот Сирию бомбят. А у нас мир. Смотрите, этот кошмар. Это птицы, которые каким-то образом попали. Или я не знаю, что это такое вообще. Это не грязь, какая-то нефть вообще. Это реально, то есть здесь какой-то трэш. Вот. Это все птицы. Это мертвые птицы. Как они сюда попали, интересно? Я думаю, что, скорее всего, они думали, что это вода. Да? А не факт, что их кто-нибудь просто с воздушки перестрелял и сюда их выкинул. Вот посмотрите, пожалуйста, какие последствия для окружающей, для экологии. Это просто ужас. И у меня реально... Просто нет слов, ребята. Ну, посмотрите на эту картину. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ворон. 6 мертвых птиц. Просто не может такого быть, чтобы они все сюда толпой прилетели, короче, и затусили, да? Ребят, я не знаю, у меня просто нет слов, реально. Оставляйте комментарии. Я не знаю, я просто очень люблю животных вообще. И всегда за... Кошмар, я не могу вообще на это смотреть. Мы людям, рассказывая такие вещи, замечаем, что очень много неравнодушных людей, которые нас поддерживают. И если бы такой поддержки не было от вас, спасибо вам, что смотрите нас, вот, проявляйте активность. Мы наберем достаточное количество просмотров, мы можем, и также если у нас будет подписчиков много, мы сможем делать различные петиции и так далее. Вот посмотрите, какой ужас. Но здесь это уже край. Я напоминаю вам, мы неоднократно пишем видео, сделали специальное обращение, ссылка на наше обращение к подписчикам в описании. Мы убедительно просим вас повторять за нами, ходить по заброшкам не надо. Здесь опасно. Мы делаем все это на свой страх и риск. Не повторяйте, пожалуйста. Повторю, не надо ходить в эти места и собирать наклейки. Мы оставляем их для другой цели, и об этом вы узнаете в одном из следующих выпусков. Да, слава богу, что здесь нет лестницы, чтобы дети не ходили сюда, не лазили по таким местам. Берегите себя и своих близких. Полная попа. Идем дальше. Так, безвозмездные поступления в общем объеме доходов, во что превратилось 80,2% поступили в объеме 1 миллиард 297 миллионов рублей или во что превратилась наша жизнь, ребят. Но у нас делают же из заводов, которые всероссийского масштаба, Ашаны. Россия, Саратовская. Сейчас я наведу фокус. Найдет. Я так понимаю, что мы здесь салат видим образцы продукции. То есть сейчас вот здесь очень много лежит вот этих бумажечек. Новый год. Ты думаешь, это люди приносили?
Я думаю, что это может быть то, что остатки того, что не распродали. Продали? И вообще, я повторюсь, я уже сказал, что я к животным очень отношусь. И также трепетно к деревьям. И, ребят, честно, я не понимаю этой дурацкой традиции убийства тысяч деревьев ради праздника. И вот в что превращается вот это вот. И вот просто проходит Новый год. Я отдельно хотел, у меня были мысли, там, но это просто не в тему, это на Новый год выкладывать. Ну просто, ребята, тут посидели за елочкой, послушали президента, выпили. Эти елки не были наряжены. Тут нету ни одной блестяшки. На А эти, то есть это конкретно, да. Их просто сгрузили здесь, выкинули и все. Вот посмотрите, к чему вот такая. Просто я считаю, что это убийство конкретно. Ну, я так понимаю, что это вообще было какое-то здание. Просто поймите, вот, вы знаете, вот я тоже вижу комментарии в стиле «Да вот, да все знают». А я вот еще читаю параллельно много комментариев, и их больше, когда люди просто в шоке, потому что, ну, знаете, ну, слышали, да, там завод закрылся, ну и так это. Вот. А я, ребята, вам говорю, что вот, приходя в такие места, опять раз фокус, приходя в такие места, вот это все снимая, этого никто не видит. Что, попробуем? Не повторять все трюки, выполненные профессионалами. Симслабим. Да. Давай первый этаж осмотрим. Да, сейчас мы осмотрим первый этаж. Вот. Оставьте комментарии, что это за здание. Нам очень интересно. В некоторых местах, я думаю, подсветить надо будет. Здесь какая-то кукуруза. Вот мы продолжаем движение по первому этажу. Честно сказать, сырости нету. Просто прохладно. Но самой сырости, как в других заборах. Слышь, дядь, как бы нас не прессанули. Пойдем. Ну, вы знаете, просто складывается впечатление, что отсюда сделали ноги. Вот туда. Я в очередной раз напоминаю. Там все купили, это трубы. Весь, вот все трубы, все железные, вы видите, просто вот. Не, вот так, слышишь? Сюда. Вон они лежат. А вот они, трубы. Готовы к сдаче. Убедительная просьба, ребят, повторяйте за нами. Это мы просто отмороженные. А вам еще жить да жить. Поймите меня правильно. Важно, что скажет люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что фу-фу, ну зачем тогда жить? Вот, пожалуйста, оплетка кабелей. Причем она, ну, пустая лежит. То есть кабеля здесь просто вот, ну, как это там, ну, оплетка, короче, остатки. Документация какая-то. Да. Ну, это что-то такое, там, разгрузки, загрузки. Вот там во дворе какое-то движение. А здесь воздух. Туда мы не пойдем. То есть, ребят, тут практически все однотонно. Да. Вот, все также побиты стекла, также этот мусор, нету батареи. Вот обратите внимание, что с лестниц даже спилили. Да, Ну, спилили даже металл полностью. вывезен. Вот високна. Ну там видишь, какое-то что-то огородили. Там вот своя движка, походу. То есть в этом здании практически все однотипно, ну, как и во всех заброшках. Нету ни металла, ни стекол. Все разрушено. Даже до люстр хотели сюда. Угу. Ну а вот здесь вот все в порядке.
Рядом, слава богу, работает что-то. На остатках, видимо. Я думаю, мы зря вот так светимся, короче, в окнах. Извините, ребят, за освещение. Со светом у нас тут. Так что, ребят, извините нас, правда. Наклейку хочешь? Ну да, сейчас прилеплю. Просто, если может быть, ребят, ты снимешь? Может быть, ребят, если у вас есть какая-нибудь аппаратура, которая поможет нам в съемках, если вам она не нужна, вот. Мы можем ее взять. Вы можете, да, сделать доброе дело, помочь нам, а мы по возможности поможем вам. Быстрый спуск на первый этаж. Я называю это fast flow. Экстремально. Вот я, знаете, что вам хочу сказать? Вот сколько мы по заброшкам ходили, это самое, короче, жесткое. Лабиринтная заброшка. Тут реально можно, короче, заблудиться. И мы пришли в тупик. Мы пришли вообще непонятно куда сейчас. Это YouTube канал Сектор Грязь. А вот это вот, ребят, деформация трещины, то есть здание начинает потихонечку умирать. Да. Вот, ребята, смотрите. Вот, пожалуйста, здесь мы опять видим, чтобы вам подсветить, это Поближе. Это лежанка. Это лежанка, причем она, то есть, она функционирует, она недавно здесь лежит, то есть она лежит, и люди здесь каждый день спят. Да, кто-то сюда приходит ночью спать. Сектор Грязь, ребят. Только жесть, только правда. Смотрите на эти развалины. И я надеюсь, до вас дойдет, что у нас люди уже в таком состоянии доведены просто до... Вот вид с третьего этажа. Как вы видите, сейчас покажет вам кадр. То есть там какие-то тоже вон, здания, башни какие-то, вон еще такие здания. Вот вы, ребята, просили мясокомбинат, вот вам мясокомбинат. Канал Сектор Грязь. Побиты столько окон, почти все побиты. Я не знаю, тут рядом люди работают. Это вандализм. Да. Тут качалка, что ли, была. Да, может, спортзал был просто. Четко. Ой-ой-ой. Ребята. А вот здесь, а вот сюда мы не пойдем. Здесь, Нет, пойдем. здесь пол может провалиться. Опа. Крыша? Че скажешь? Отлично, полезем. Ой-ой-ой. Не повторяйте, не повторяйте. Вот посмотрите вид с третьего этажа, с крыши. Крыша этого здания. Вот отлично, вообще видно просто полностью. Вот то, что было когда-то мясокомбинатом. Работала. Как... Вот по просьбе подписчиков. Если честно, ребят, пойдем отсюда. О, птичка. Еще одна. Живая, в гнезде сидит. Вот. Вот тут жилец, гляньте, птичка. Возможно, ласточка. Ласточка. Представьте себе в голове вот этого человека несчастного, который приходит сюда. Заметьте, мы практически в каждой заброшке находим вот эти вот лежанки. Да, и то есть как бы я не слышал у нас по каким-то там каналам другим, что у нас, например, такая есть проблема, как люди, которые попали, как правило, в трудные жизненные ситуации, вынуждены такой вот образ жизни вести. Мусор жгут, что? Да. А может быть проводку? Да. Ну, здесь. Здесь вообще просто Сталинград, короче. Ну, тут уже темно просто. Ну, я слышу, какой-нибудь бабай выскочит и камеру сломает. Ну, вот так вот здесь.
то же самое, как и в других зданиях. Оставляйте ваши комментарии, если вы знаете. Оставляйте ваши комментарии, если вы как бы в курсе, там, что это были за здания, там, может быть, какие-то истории о этом предприятии. С удовольствием мы почитаем это в комментариях. И другие люди также смогут прикоснуться к истории. Смотрите наши видео. И чтобы у вас в мозгу, возможно, что-то зашевелилось. Лайк за вот это вот творчество, Да которое они постарались сделать. До этого всегда все работало, все было хорошо. Было очень много рабочих мест, что-то изменилось. И вот посмотрите результат. Вот идут детишки. Да, вот тут дети сейчас будут в этих заброшках лазить. То есть любое ЧП может произойти в любой момент. И никто не будет нести за это ответственность. Вам по сколько лет? Мне 13. Лазите там? Мы туда не ходим. У нас, во-первых, потому что еще там есть этот мясокомбинат, там контора. А там тоже мясокомбинат, там еще и это, мясной магазин, там еще. Но он разрушен или нет? Да, все. Да, там все тоже разрушено. Пожалуйста, не лазьте туда. Там просто жесть. Там реально может что-то обвалиться, упасть. Берегите себя, вам просто и тоже. Вот молодые люди, с вами просто интересно. Мы хотим просто не то, что там вам как-то мораль читать там и мы что-то. просто хотим сделать так, чтобы вы выросли И что-то изменили. и были хорошими людьми. Нет, у нас там мама еще запрещает, потому что там наркоманы. Где, вот здесь? Нет, ну не здесь, а вон там, вот где мясокомбинат, где контора, там библиотека раньше была. А что там? В смысле, а что наркоманы, что они там делают? А там порт. Да? Да. Это, подожди, вот мы были... Там вот- даже шприцы находили. На канал. Да, у меня Бойся, тоже. Там тебя мы выложим, будешь прославить. Берегите, Нет, только мы лицо не все закроем. Так что, Ребят, пожалуйста, не ходите то, туда. что вы даете металл, правильно, деньги надо уметь зарабатывать. Ну, у нас на улице очень много детей, которые маленькие, уже больно взрослые. У нас там хотели построить площадку, но только не построили. А когда хотели? Ну, примерно ничего. 7 лет. И не сделали. А приезжала администрация, там все. Нет, у нас это люди. А, сами люди Сами площадку. люди хотели. Ну, видишь, просто что-то не срослось, видать, там. И даже опять никакой поддержки. Конечно. Закроем все, не переживайте. Ребят, самое главное, что вас прошу, не ходите по таким местам, потому что сломаете что-нибудь, упадете, плита, не дай бог. Берегите свое здоровье. Берегите здоровье свое, ребят. Дружите, общайтесь, не курите, не пейте. Никогда. Занимайтесь делайте спортом. правильно. Поверьте, ребят, у вас все получится, потому что многие люди, которые там, они просто идут не по той дороге. И они сейчас вот там в том здании, как ты говоришь, где курят и пьют. Удачи вам, ребят, спасибо, что поболтали. Сектор Грязь, подписывайтесь на нас в Ютубе. Молодцы, красавчики. Там будет ссылка на контакт. Вот такая вот будет там страничка. Вот именно такая. А может, знаете, что ко мне потом А мы подпишемся, не переживай. Самая первая вылетает там такая. И можете там рассказать что-то, Можете общаться пишите там, у нас там просто людей уже очень много. Пишите там, что площадку вам не сделали. Вот что-то есть какие-то проблемы, Да, пишите. Я сам был в вашем возрасте, я знаю, что это такое, поугарать там, в прятки поиграть или еще что-то. Но фишка в том, что, представляете, люди взрослые, которые взрослые, они все вывезли оттуда, продали это все, вот так вот бросили, без всего, без одного лапка. И все. Да, и забыли. Ребят, пожалуйста, когда вырастете, парни, делайте правильные дела, короче. Вот, ребят, у вас есть впереди вся жизнь. Давайте, все, ребят, счастливо. Давай, боксер, так, вот так. Подписывайтесь. Счастливо.